Да. Ну ладно. Кармелитовая вода. Well, the gate is locked. Leftover food. Ugh, not exactly fresh. Must have been here for a while. An old blanket. From the looks of it, it couldn't have kept her very warm. Someone's made a fire here, and the ashes are still warm. If you're the one who did it, Mother, it couldn't have been easy with only one hand. Логика у меня отсутствует. Здоров, Ром. Ой, как может человек без логики жить, не понимаю. Хотя бы без базовой логики. Leftover food. Ugh, not exactly fresh. Must have been here for a while. Еще один труп. Oh, he's dead. What the hell's been going on here? Что? Я же говорю, почему-то тупо сделали. Они делают первые белые эти надписи, но при этом они бы, не знаю, как-то затемняли бы их или тени делали. Например, вот у них белые субтитры, и под белыми субтитрами такой черный, типа, полупрозрачный фон идет. Там они додумались сделать. А вон там при выборе, ну вот, когда светлое, я, например, вообще ничего не вижу, что там написано, потому что оно белое сливается с белым, и, видимо, на тени надо было еще выделить, не знаю, $1 миллион. Да, пойдет. Пораньше освободил зону, поиграю. Let's see what secret's hidden under these masks. His face doesn't ring a bell. I'm a bit disappointed. Might have expected more from Lord Mortimer. На самом деле, они ходят в масках, потому что, опять же, кое-кому было лень придумывать лица разные. Не, ну удобно же. Зачем придумывать каждому слуге, хотя их тут, не знаю, от силы штук 5, наверное, за всю игру появляется, но все равно. Когда можно на каждого надеть маску, не надо париться. И загадочность добавляет. Mother, if this is your doing, the situation is getting worse and worse. Хотя я не знаю, сколько бюджета у этой игры. Может быть, там бюджет бутерброд без колбасы и диетическая кола. Кто его знает. Обычно на квесты много денег не дают. То, что все уверены, что оно не выстрелит. Хотя надо посмотреть, какой бюджет у игры и сколько они собрали. Потому что я, честно говоря, даже не знаю, сколько они собрали. При их-то бюджете. Но я так поняла, собрали мало. Раз никаких продолжений
И ничего от этой компании как бы можно не ждать. Жалко. Игра сама по себе классная. А если так подумать, да, вот раньше, да, еще можно взять начало 2000-х. Прям не шибко далеко. По сути, 23 года тому назад, да, 23 года тому назад. Жанр квест и жанр стратегий были убер-пупер-супер популярны. Очень много людей играло в эти игры. Почему перестала? Геймер обмечал ныне, наверное. Квесты и стратегии уже не по силам играть. Еще забавно, как, например, такой жанр, как стратегии, из такого популярного жанра, ну, в те года превратился, сейчас это такой, типа, узконаправленный жанр. Для узкого такого, там, совсем узенького круга людей. Но если для большинства людей сложные загадки в какой-нибудь боге войны, я никогда не забуду просто море жалоб на вот этот в третьей части бога войны, там вот этот есть же момент с загадкой, когда мосты нужно налаживать мосты. Ну, когда ты включаешь, и там такой, типа, как изометрия включается, изометрический вид. И типа, зачем это добавили? Это так сложно. Ну да. Но если вот это сложно, тогда я даже не знаю, что тогда легко. Ну да. Где этот сад Геры? Там наоборот такая, мне понравилась эта загадка, прикольная. Когда это изометрический вид, и ты по вот этому виду должен выстроить себе путь. Ну, выйти из лабиринта Геры. И потом выходишь. Потом, когда ей шею ломаешь еще. Шикарно. И я просто помню, сколько это вони было насчет этого уровня. Как сложно! Не, ну, блин, я не супер-пупер какой-то, да, там, умный человек. Но вот эту загадку считать сложной, я даже не знаю, вот серьезно. По-моему, это уже какая-то клиника. Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Я не знаю, может быть, это к стилю игры не подходит, да, там. Тут я как бы ничего говорить не буду.
Вот. Ну, я сейчас опять же про загадки в боге войны. Ну... По-моему, это наоборот было прикольно. Ну, типа такая разгрузка от... ну, от основного геймплея. То есть ты такой, типа... дерешься, и потом там какой-нибудь момент с паркуром, да, и потом какая-нибудь загадка. Хорошо же? То есть это как бы разгружает геймплей, что ты вот не постоянно с кем-то машешься, там, вот это и прочее, кому-то кишки выпускаешь. А как бы ты еще и этот. Поэтому, ну, может быть, да, но странные там загадки такие, не втемачные. Но мне нравилось, и да, что не все завязано именно, что как бы дают передохнуть. Mr. Dorishe, you are expected at the conference. Please take the door to your left to join the guests. To your left? А, вот left. Совещание. В этот раз я пойду другим путем. Я пойду против Мортимера сразу же. То есть не как обычно я. Сначала за Мортимера, а потом этот. Немного переиграю. Ну, потому что я еще не видела, как изначально, что будет. Поэтому мне интересно посмотреть. На мой взгляд, игры влияют на мозговую активность, и надо делать передышку от ультраного стиля. Я считаю, что да, влияет тоже. Я люблю, когда игры, ну, много что как бы, как сказать, ну, разное развивало. В тех же самых, например, квестах ты тоже постоянно же загадками не занимаешься. Да, это как бы основное занятие, но там тоже, да, ты что-то ходишь с какими-то, если это хороший квест, опять же говорю, с разными персонажами общаешься. То есть как будто такой, как хороший фильм смотришь, но при этом тебе еще дают мозгами пошевелить. Что-то типа этого. А так, конечно, трэшевых квестов было в конце 90-х, в начале 2000-х, конечно. Да до хера просто. Я просто, ну, раньше так делала. Там идешь, когда в магазин. Ну, у меня была возможность игры на компьютер бесплатно получать. Ну, они все пиратские были. Вот. И берешь просто вот это, там целую охапку. Куча просто. И из этой кучи там, я не знаю, где-нибудь одну или две игры, если откопаешь, уже хорошо. Ну, какой-нибудь, например, тут же от LucasArts потрясающие квесты. Там всякие типа Monkey Island. Классный же Monkey Island, еще потрясающий квест. Потрясающий квест. Какой-нибудь, не знаю, там,
Да, про Индиану Джонса тоже классные были квесты. Или там старые квесты типа Full Throttle, полный вперед. Очень смешной. Тот же Грим Фанданго, если брать, да? Там Сэм и Макс. Вот этот прикольный квест Neverhood, пластилиновый, который хочет поиграть Рома, но мне кажется, он не осилит. Вот. Прикольный квест был, кстати, по братьям Стругацким, по роману «Отелю погибшие альпинисты». Такой не шедевр, ну, хороший такой. Мне кажется, где-то на 7 прям норм тянет. Вот эти квесты, которые, типа, братья-пилоты, я считаю, это хрень вообще. В некоторых моментах чересчур переусложненный, и юмор там на любителя. Такой. На удивление было то же самое, только мне приходилось покупать пиратки. Потом, что еще? Сибирь, я считаю, Сибирь сложная. Обе части. Я помню, как я первый раз, когда еще, в те года бородатый, включила Сибирь первую. И там, когда тебе спустя, не знаю сколько, 3 минуты от начала игры или 5 минут, практически в самом начале, тебе говорят собрать по деталям парового робота. Я так села, типа, чё? Нет, спасибо. Я помню, выключила. Я сказала, хрень какая-то. Парового робота. Я что, знаю механизм? Как это собрать, что ли? Конечно же, не знаю. Вот. Но потом я перезашла, уже сосредоточилась, и мне прям Сибирь отлично понравилась. Крутая игра. I don't know if you ever found what you were looking for in the garden, but Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him. Если, например, вот этот консул брать, то сейчас современные квесты, они такие, конечно, больше не на загадки, а больше на сюжет. Уже как интерактивное кино, я бы так сказала, чем квесты. И где-то там квесты на заднем фоне, как дополнение идет. Но все равно очень интересно. То есть тут уже квесты идет как-то больше в правильном логическом выборе вариантов ответа. То есть тут надо прям... я имею в виду про эту игру, я сейчас про консул. Прям вслушиваться, что говорят, обращать внимание на текста, на диалоги, на то, что персонажи говорят. И то, что они говорят, от этого ты уже как бы, отталкиваешься по логике, опять же. Логика. И, например, правильно там отвечаешь или задаешь вопрос. То есть здесь отлично это сделано, прям очень круто. Здесь крутые диалоги, супер написанные диалоги. И вот это очень интересно. Кстати, в LA Noir типа такого, да, но в LA Noir там немного по-другому. Там обращаешь внимание не на то, что они говорят, да, а больше на их мимику и на их эмоции. То есть они больше на это упор сделали. То есть ты на него смотришь так... Батенька, а вы врете? По вам видно? То есть там немного другая система. Вот это мне больше нравится, чем смотреть на рожу персонажа. Сегодня, кстати, были разговоры о важном. Сразу вспомнили трамвайчик и булочку. Трамвайчик. И булочки. С корицей. I sense that you have things you'd like to say, but something's holding you back. What is going on between you two? Nothing. Absolutely nothing. I believed in him.
I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. The siren's song, Monsieur de Richet. You wake up one morning, not knowing where you are, and you think about everything you've done for a man who wasn't even worth it. For a man who has no respect for you, who uses you, and who drops you as soon as he no longer needs you. For me, it's too late now. But you still have a choice. Don't respond to his call, sir. Make haste, Richet. Mortimer's waiting for you. Понятно, все намеки-то намеки. My son, glad you're here. It seems Lord Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. What a pity your mother isn't here for the conference. I hope I'll be able to see her before I leave. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Don't worry. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. У него прям очень неприятный голос у этого священнослужителя. Особенно так, что он прям совсем так прям низко взял и прям аж прям. Ну конечно же, Пентимент забыл. Пентимент это вообще шикарный. В игре даже озвучки нету. Боже, я вот это закончу, буду в Пентимент переигрывать. Уже на русском языке. Какая просто офигительная игра. Я давно в такую офигительную игру не играла. Так. I have suspected it for some time, but now I am convinced. I have already told her so once, by your desire. Are you quite sure, sir? Is there not a little mistake somewhere? Yes, because she asked him at last, and he could not help answering her, but she said he seemed quite angry at being spoken to. But it is not sound. You know it is not sound. Your conjecture is totally wrong, I assure you. I have suspected it for some time, but now I am convinced. I have already told her so once, by your desire. Are you quite sure, sir? Is there not a little mistake somewhere? Yes, because she asked him at last, and he could not help answering her, but she said he seemed quite angry at being spoken to. But it is not sound. You know it is not sound. Your conjecture is totally wrong, I assure you. I have suspected it for some time, but now I am convinced. I have already told her so once, by your desire. Are you quite sure, sir? Is there not a little mistake somewhere? Yes, because she being spoken to. But it is not sound. Так как тема была Родина, рассказывали про московскую выставку, где у каждого региона есть свой стенд. Тема была Родина, про московскую выставку. Ну конечно. Ведь вся Родина это Москва, точно. Завод Морион, который славится своими роботами. Морион? Это типа как Орион, только Морион, да? Что-то такое впервые слышу. Good evening, gentlemen. Good Are we evening. ready? The much-awaited conference is about to begin. That is what we have all been waiting for. I believe that Lord Mortimer wishes to speak to you before it begins. You should go and see him. Are you quite sure, sir? Is there not a little mistake? Кстати, вот этот Эммануэль Годой, вот этот испанец, который стоит, реально похож на своего прототипа. Я сегодня посмотрела, погуглила, прям с портрета как будто вышел. Вот это персонаж! Удивительно, как про него фильм-то не сняли до сих пор. Он ничуть не хуже Наполеона. Только в другом плане. Если Наполеон такой больше война на войне, то этот... Тот еще Дон Жуан. Обалдеть просто. Это что, у него была жена, у него было там
хренолеон любовниц, включая саму испанскую королеву. Вот так вот. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly. Надо будет But what do погуглить you этот expect завод. of me exactly? My mother's the У one них who's же сайт supposed to есть же? attend, not me. Должен же быть That сайт. is indeed what was initially intended. Unfortunately, she А что они still там hasn't been выпускают? found, Каких роботов? and my guests can't stay here indefinitely. The conference Роботы-пылесосы? must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well. И тут вот самое что классно, из-за того, что они больше делают упор именно вот, ну, на сюжет, именно на диалоги, озвучка. Вот они когда говорят, вот прям вот каждое слово проговаривая, вот, ну прям супер, и записано супер, и в игру вставлено супер, и прям офигенно. Озвучка прям круто. То есть, ну, они знали, что у них упор идет на именно вот на диалоги. Вот. Весь геймплей, ну, как бы на этом строится. Вот. И они это супер сделали. Фиг его знает, нам просто сказали гордиться и все. А, ну да, все правильно. Думать не надо, просто гордиться. Не, как там? Есть же дети против волшебника. Надо просто верить. А, что же? Не-не, как там было? Верить? Вот так просто верить? Да, просто верить. Что-то типа такое, я уже забыла. In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who MCs. determine an important subject. You and Sir Gregory. МС Exactly. Грегори We и shall МС be the Муртимер. masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact it tends to be events that dictate our gatherings. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. This revolution. Да, вопросов нет таких. Начнем Louis, уж. let me keep you a moment. Начинается. Взятки не I берем. would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. Ой-ой, а я не помню, по истории Луизиана отдадут французам или не отдадут? Или она так останется испанской? Я не помню. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States
hand in hand, two democracies illuminating the world. Я не помню про Луизиану. Вроде бы же французы захватят же Луизиану, разве нет? Они же тем самым испанское присутствие в Северной Америке, неправильно, не в Северной Америке, неправильно говорю, в Соединенных Штатах Америки, потому что Северная Америка это еще и Канада, и Мексика. Многие почему-то думают, что Мексика это Южная Америка, но нет, это Северная Америка. Да, США. Вот. По-моему, они же выпнут же испанцев. И у испанцев вообще ничего же не останется, никаких территорий-то в США. Да. Да. Так что будем по истории действовать. But why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Godoy is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, the change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. И вот этот Эммануэль Годой, вот тот испанец, он по сути из-за того, что он был любовником королевы, то, что он был любовником королевы, по орденов, она ему там надарила, и, короче, всяких титулов тоже там, у него куча просто было титулов, что просто оскорбляла всех и вся вокруг, включая, кстати говоря, Наполеона, из-за чего он такой обозленный. Вот. Он там попробует, типа, захватить Францию. Вот. Ну, у него, конечно, ни хера ничего не получится. Ну, короче, как-то так. А Наполеон его натянет. Но выглядит шикарно. First of all, I would like to thank you for taking the time to come. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome, Monsieur. I hope he'll be more effective than his mother regarding the protection of the King of France. The Order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. Съезжали. Мужик, ты что-то берега попутал вообще знатно. Че, поставим его на место? Давай поставим его на место.
Ну, я просто в первый раз выбирала вот это, типа, thank them for their welcome. Посмотрим, что будем. I'm sorry about the fate of the King of France, Duke Manuel. However, I'm surprised at your remark. How can a man like me have changed the course of things where a man like you, powerful, capable of influencing international politics, was unable to do any better? Perhaps we may begin, Lord Mortimer. Certainly. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer, but I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the east coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. О, Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. But rest assured, you will soon adore my proposition. You shall see. Well, since you give me the choice, my good fellow, allow me to doubt it. However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? But I do not understand. There is one more territory left to conquer, if I'm not mistaken, in the northwest. It is, of course, occupied by your notorious Indians, but... We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Duke, these savages, as you call them, were there before you. They are on their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richet. That does not stop your dear France from massacring them and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. So you keep your morals to yourself, if you please. Senor, I would not like to be associated with that. The subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date. что-то таких вариантов ответа. Вот эта грязная свинья, это кому? Это Джорджу Вашингтону? Или это Годою? Я что-то не очень понимаю. Ага, у него и на эти оскорбления, короче, иммунитет. Ну да, конечно. Challenge him. Okay. France is not without fault, but that doesn't take away Spain's responsibilities. You see, Native Americans are being subjected to a veritable ethnic cleansing. Europeans are colonizing their land so that it then belongs to them. The widespread evangelization of its inhabitants will soon eradicate a multitude of cultures. You've done the same thing in South America. How far will white people go? Reservations to pin them in like cattle? Total genocide? Come now, my friends, let us not digress. Anyway, these primitive people have no souls, Louis. We bring the good word to them in order to save Ах ты, them. сука. You'll see. Colonization brings with it many benefits, too. Excuse me, if you don't mind, Your Eminence, I shall continue. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Louisiana to France free of charge. Мудила. This is utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protege. Isn't that so, Monsieur de Richet?
Do you understand anything of this proposition? If I were you, Senor Godoy, I would think twice before stirring up a scandal. I beg your pardon? Given the size of your colonies, you won't be able to keep them for long. A number of countries are eyeing them as we speak. The United States would have no trouble taking them. For all intents and purposes, you have no army in place. By wanting to keep everything, you risk losing it all, especially your colonies in South America, which are far more valuable to you. That is indeed the danger, Duke Manuel. If it comes to war over Louisiana, you will lose. And probably a good deal more than you now imagine. Young man, you are indeed a dark horse, aren't you? I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. France, in Louisiana, should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. Trust me. I understand. But with friends like you, sir, I certainly don't need any more enemies. I hope you know what you're doing. Или как спела. Am I imagining things, or does it look like Washington isn't aware of Mortimer's plan? Not to put too fine a point on it, Lord Mortimer, but I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana being handed over to secular revolutionaries and king killers. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? Очень какой... Кажется, у месье де Реше opinion нет на этот subject. Мы еще сегодня лампу сломали, но починили ее. Лампу сломали? Господи, что вы там делали? If France took the Papal States, their opinion over the sale of Louisiana would be definitely resolved. Good Lord. You are talking of an invasion of Italy. Don't take it the wrong way, Your Eminence. Colonization brings with it many benefits. You'll see. Very funny, Monsieur de Richet. Mi auguro che insegnerete l'educazione a questo giovanotto presuntuoso, Sir Gregory. Я понимаю. Да. Я понимаю немного итальянский. In any case, my lord, I doubt the English crown will agree. Ich versichere Ihnen, Emily, nie Preußen wird diese Vereinbarung akzeptieren. И это, кстати, я тоже поняла. I assure you, Emily, the Prussian will never accept this agreement. Volner looks like he's set on ruining Mortimer's plan. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. That's enough, William. These are grave times. We don't care about the fate of Louisiana. That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume and let Sir Gregory finish. Ой, бля. Home, Godoy, and now Volner? Mortimer's adversaries are ready to tear each other to pieces, and he takes a malicious pleasure in watching it happen. How dare Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us, as per usual. Chaos! That's enough. I'm tired. We shall continue this discussion tomorrow, but please be aware that your project will never be ratified.
Those who are opposed to this project, follow me. Are you coming with us, Monsieur de Richet? Come, Gregory. I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Ой, боже мой, как я ненавижу вот эти вот моменты. Но мне по-любому нужно будет с Холмом идти. At the risk of displeasing you, my lord, I'd rather follow Sir Gregory. I Я don't think смотрю this is a другую place for the order. концовку. Louis? No. Let him go, Mr. President. Everyone is free to choose. Один чувак решил поиграть в баскетбол с помощью бутылки. И лампы над доской? А у вас какая лампа? Типа такая подвесная, что ли? Или такая, типа трубка? How can he be so blind? If he keeps this up, he'll lead our countries to their destruction. Don't worry, we shall counter him, Sir Gregory. We have to act immediately. Calm down, Gregory. We only have to vote against his project, and that's it. They haven't got a chance. Just one vote will suffice. True. There is no chance of a unanimous vote. And he knows it. He must be preparing something else. What is he plotting? We shall shortly find out, so let's take the lead. What do you mean by that? His plan begins with Louisiana, which is still yours, Duke Manuel. He will begin with you. Expect to receive an envoy, French most probably. He will try to convince you by every possible means. Whatever he says, whatever he promises, you have just one response. It's war. If war is what you want, war is what you'll get. On your own territory, in your homes. Enough games. Spain will join the coalition against France and declare war. You too, Duchess Hillsborough. You will speak to the Queen so that Great Britain commits to going to war with France. What do you expect from the Papal States, Sir Gregory? What do you think? That they hold a mass? They will go to war, of course. What is it that you didn't understand in what I just told you? We all declare war on France. Militarily, politically, and financially. You have won my trust. The Order will have to act in France, but even before that, I'm going to need you. Right here and right now. Leave me now. I have to prepare for tomorrow. Let's meet early tomorrow morning for the next phase of the conference, which promises to be most exciting. С лампочками. Louis, такие. I'd like to see you a moment, please. Новомодной школы. Thank you for siding with me today. I won't forget it. I'm going to need you. Help me counter Mortimer on his own ground. Right here. I'm sure he'll try and win some of you over. He needs our votes. Now, you leave that to me. In the meantime, I must ask you to go and see President Washington and persuade him to trust me and join us. I'll do my best. You should go right away. There's no time to lose. William already has a head start on us. Very well. I'll go right away. У меня в моем время были еще эти подвесные плафоны такие. В виде розочек. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. I have no space left. I'll retrieve it later. Но мне они нравились. Хоть и старые, конечно, платформы. Плафоны. В виде вот этих вот таких цветочков. Но был в них какой-то шарм.
Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Строит говно всякого. Ну, тут, ну шо ж так. Все же должно быть ново, современно, модно. Monsieur Johann van Wunder. Да ёб моя, что такое начих... Ой, начих, боже мой, на зевоту пробило. Не могу понять. О, наконец на балкон могу выйти. Послушай, что на балконах есть. Оно не работает нормально и при этом еще и хлипкое. Ну, как все новое и современное. И новомодное. Не работает и хлипкое. Amber crystals. Просто ваши светильники как сказать, как все вот это вот современное в ваших светильниках выражено. Да, ладно, что там говорить. Даже Формулы-1 вон не могут нормально машину-то построить за много миллиардов долларов. Чтобы машина от легкого... ладно, не легкого. От такого... сильного дуновения ветра не разваливалась. А ты говоришь про какой-то светильник где-то в Перми. Вообще-то я не нажимала войти в комнату, ну ладно.
devil's thorn. I'll keep it. Так, кое-что пополнили. Locked. Ну, конечно же. Давай ломать. Нифига себе. I've broken it. А ты думал. Oh well. Never mind. Let's see what Washington has to hide, shall we? The president's personal reserve of laudanum, and judging by the quantity, can't go without it. Ah, there's also a letter. Ладан, масло ладана использовали в качестве типа успокоительного, обезболивающего, больше почаще обезболивающее. И а у ладана есть, короче, эффект такой побочный. Он, короче, может действовать как наркотик. И очень многие люди его употребляли. Кто-то страдает мигренью, бессонницей, там, головными болями и прочее. Они, короче, пили масло ладана, употребляли, но выше нормы. И получали, короче, эти наркотрипы. Очень много тогда людей было вот. Ну, наркоманов именно вот по вот этой части, что пили ладан выше нормы и ловили кайф. Вот, кстати, тут и пишется. Вот. Чтобы он... Мистер Президент перестал употреблять ладан, потому что он им злоупотребляет. Не просто употребляет, а злоупотребляет. А это вот все оно влияет. My dear George. А тут его нет. А где мистер Президент? А. Louis? What are you doing in my room? Ой, бля, началось. Побежала моча по трубам. I wanted to have a word with you, but just between ourselves. Here, the walls have ears. You're right. Caution is the mother of safety. Well, since you're here, can I get you something to drink? No, thank you, Mr. President. As you wish. Well, Louis, it's getting late, and this is not my first conference, so let's get straight to the point. You are here to motivate me to change sides. I have decided not to follow Mortimer. I noticed. Every man must make his own choice. What can we say? That's the political game. Быстрее, у меня времени на исходе. Mortimer, so there's nothing for you to feel bad about. So, what can I do for you? President Washington, I regret that my situation... Louis. Let us not mix business and emotion. Understood. I've just come from a meeting with Sir Gregory and his supporters. They are all rallying against Mortimer's project. That is to be expected. Great Britain, the Kingdom of Spain and Sicily, the Kingdom of Prussia, the Holy Empire, the Kingdom of Portugal, of Bohemia, and of Hungary. I know, Louis. I know. The coalition against France also gives me cause for concern.
I'm certainly not saying that on paper Mortimer's plan seems very viable. Anyway, you haven't really said what you wanted to say. Tell me, Louis, what have you come here to sell me? 10 секунд. And why would I do that? 7 секунд. This type of meeting might be familiar to you, but for me, I must admit, Mr. President, it's all a bit over my head. It's only natural, Louis. But you are managing rather well for a first-timer. You've chosen the wrong allies, that's all. I hope my mother doesn't hold it against me if I made a mistake. Anyway, if Lord Mortimer does succeed, it would be no mean feat. Did he tell you what he would gain from it? What do you mean? Well, Mortimer's plan has been meticulously prepared for many years, I imagine. Of that you can be sure. It's only natural, and his plan leaves nothing to chance. No, that's what... He never commits his own fortune, let alone his reputation, since you're the one who takes center stage here. In fact... Whether he wins or loses, everything is arranged so that he comes out of it intact. Yes, You've got to hand it to him, though. He's a master at putting together a plan which puts himself at no risk. That's true. Don't worry, you can trust him. Of course. Меня I'll запутал bet сам he's персонаж. invested in a river transport company on the Mississippi or somewhere like that. It's true I had never thought about what he might have to gain. Tell me what Sir Gregory has to offer that I don't already have with Lord Mortimer. А это что? Conviction? Conviction. You are a man of conviction, Mr. President. You would never make a choice that could cost the American people very dearly. If Mortimer falls, he will bring the United States down with him. Haven't the American people suffered enough? I would never do anything that would put my people in danger. Exactly. Therefore, choose your allies wisely, sir. I must admit, your arguments do make sense. Вынесли катку. Louis, you convinced me. I congratulate you for your performance, because I didn't think it could happen. I merely exposed the facts to you. Don't spoil everything with your false modesty now. You really were very good. А зачем я это сделала? That's that. In any case, I shall follow you on this one. Я же хотела же другие варианты May well посмотреть. arouse Lord Mortimer's wrath, but I must put the United States before anything else. Have we finished, Louis? Absolutely, Mr. President. I shan't keep you any longer. Allow me to take my leave. Good night, Louis. Absolutely. Get some rest. Tomorrow will be a very big day. Well, Absolutely, that's one thing out absolutely. of the way. The only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Absolutely. Ну, как дешевку. Кто это там? А, к Святоше, как обычно, мы не можем зайти. И чё? Годой. Дон Жуан, блядь. Не, ну а чё, блин, мужик классно пристроился. Разве его можно винить в этом? Мне кажется, нельзя. Чё, не только же женщинам пристраиваться, как богатым мужчинам, влиятельным, да? Ну и мужчины тоже могут. А ты еще, Ром, как к таким мужчинам относишься? Вот, вот такие вот. Manuel Godoy, a painting of himself in his room.
Now that's not going to help him develop a sense of modesty. А, кстати, вот настоящий портрет. Я его видела, когда гуглила. Ну, вылитый, прям как в игре. Только, мне кажется, волосы немного подлиннее, по-другому уложены. А, и я читала, что, типа, он же не военный вообще тот годой. Он нигде не воевал, ничего, короче, не участвовал нигде, но при этом он ходил в военной форме. Вот. И всех, включая Наполеона, Наполеон даже писал об этом, типа, что этот прощелыга ходит в военной форме, обвешанный орденами, которые он не заслужил. Он не воевал. Он вообще, типа, вот чмо. Альфонсы и прочее, прочее. Как он сумеет ходить в военной форме? А он ходил, ему было посрать на всех. Прикольные нахлебники. Но мне кажется, если ему было бы не насрать, он бы таким бы не стал. А то, что ему было на всех насрать и на все. Поэтому он спокойно. The kiss of Judas, painted by Caravaggio. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I have to think about that one. Prometheus, punished for stealing fire from the gods and giving it to man. Mary Louise of Parma. А вот, кстати, королева. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. Вот, кстати, такая прикольная тетка. Hey, it looks like someone slipped something in the back here. It's a letter. Let's see what it says. Письмо? It reeks of perfume, and it's written in Spanish. Godoy, you really are a little devil. Мы же умеем. Давай, читай. So, let's see what it says. Мы же переводчики. Мальтенде пипита. Я забыла пипита, как с испанского переводится. Пипита это же... Или это имя? Или это сокращенно что-то? Пипита Пенелопа? И капец, как я могла забыть. I feel so guilty at being so far away from you again. Нет, он же испанец. Even it is for the good of my country. I feel awful at having to leave you after a silly little spat, because you are the only woman I love. Josepha, forever. I told you before, everything I have, everything I can offer you. I owe you to the affection of the Queen. Let's stay united, please, even in sacrifice, for the two of us, for our future children. Stop being jealous. You are the only one who feels my thoughts. Everything... Нет, это испанский. Everything else is just a game. I swear. Но я примерно попыталась прочитать, как Фернандо Алонсо говорит на английском. Ну, он примерно где-то так разговаривал. Несмотря на то, что он на английском говорит уже... Да и боже, уже сколько, блядь? С 2001 года. Человек еще вот с испанским акцентом. Смешное имя, но Пипин короткий смешнее. It seems that the Queen isn't the only one enjoying the Lord Duke's favors. If the Queen found out, it would cost. Ну, смотри, какая хорошенькая. I'll keep it with me. You never know. О, шантажир вроде, да? Да, нормально. Ну, испанцы горячие люди, мужчины, может быть, я не знаю, любвеобильные. Опять же, посмотри на того же Фернандо Алонсо. Постоянно в окружении девчонок. Постоянно.
Даже будучи женатым, все равно был всегда в окружении девчонок. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. А, да, тут же... Да, я вспомнил. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Да, тут же Готой всех же кинет через писюн. Никто не ожидает, но так вот получится. Amber crystals. Ага. Как мне нравится вот это, блин, я бы хотела бы вот на такой кровати поспать. Потрясающе. Балдахин сверху. Сколько там матрасов? Я даже не представляю, сколько там матрасов. Там, наверное, так шлёк, так... И прям так хорошо, и кайф по телу расходится. И подушечки. Господи. Где поспать на такой кровати? Такое даже не найдешь сейчас нигде. Кстати, за столько лет спания на диване, но у меня кровати никогда не было. Если я на диване сплю, я до сих пор сплю на диване. Это хрень. Вот вообще. Спать на диване это хрень. Полнейшая. Вот я когда в октябре была в Эмиратах и спала на шикарной кровати с шикарнейшим матрасом, бля, как же офигенно было. Оу, а что произошло? Там яблоки валялись на полу. Яблоки на полу. Яблоки на полу. Devil's Thorn. I'll keep it. Запасы немного походили. Восстановили. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Дверь закрыта, кстати, в комнату. The Beaucaire dinner. It hasn't been signed yet, but there's a letter with it. It isn't signed. That's some quality paper. And that handwriting, I'd say it's Mortimer's. So, Bonaparte is going to publish a book that he didn't write. That crafty little rascal. А, что здесь такого? Не думаю, что все политики писали свои книги сами.
Особенно если это такой более военный политик. Ну, хотя Наполеон писать же умел. Если читать письма к Жозефине. Я их полностью не читала, но я кое-что читала. И я могу сказать, что для военного он норм пишет. Очень даже, чем норм. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. My dearest son, I'm writing to Да, а еще Бонапарт же, он же плохо по-французски говорил. То что да. Hey, Peru's name tag's fallen off, and his door's ajar. Ладно, Эджа, тут еще вон все раскидано. Зачем фрукты раскидывать, а? Это же еда. Вообще, как так можно? Мне, конечно, я понимаю, что в приступе злости можно только херней заниматься. Но, не знаю, у меня как-то с этим никогда такого не было. Dear Monsieur, I have no space left. Ну, типа, когда ты злой, там что-то ломать, швырять и прочее. Как есть, там, дверями хлопает или еще что-то. Не знаю, вообще таким не страдаю. И не шибко понимаю, зачем это люди делают. Ну, типа, а мебель-то при чем? Все помню. У него что-то с этими с дочкой или что, я не помню, связано будет. Из-за этого тут все у него вот, именно вот дети. Картины. Помню, что он нехорошее сейчас делает, этот Жак Перо. Давайте поговорим. Что с дядькой? Leave me, Dorishe. I don't feel like talking. Your door was ajar, and given the state of your room, I was worried. It's none of your business. Very well. I'll leave you then. See you tomorrow, monsieur. I asked you to leave me alone. Окей. Кими стайл какой-то, блин. Leave me alone. Может быть, ничего не надо было спрашивать? Помолчать, и что он сам скажет? Не знаю, посмотрим. Надо кружок дать посмотреть, может там что-то еще произошло. Чего мы не видели? Ну, вроде бы... Да нет, ничего нет. Ладно, пошли. Спать. Идем спать.
Вот именно тут вот в коридорах прям сильные просадки. И на компьютере, и на PlayStation 4. Не знаю, в чем дело. Так, это у Годоя мы были. Ну, как сильно FPS падают. Ой. Еще это такой маленькие игры, конечно, очень долго загружается. Игра, кстати, маленькая. И весит там вообще практически ничего. Настолько маленькая. Франциско Гоя. Oh, yeah. Good evening, Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Ну, вы понимаете, да, что она не просто так пришла. Ей что-то надо. That's not what I said. Ah, by the way, congratulations on choosing Sir Gregory this evening. You surprised me. I wasn't expecting it. Why, Emily? Can't you read me like an open book? Not as well as you read me, it would seem. I'll teach you if you'd like. There's nothing I'd like more. Tell me, are these visits to Mortimer's always so intense? Yes and no. My sister doesn't normally disappear like she has. Any news of your mother? Well, I should imagine you're still shaken. I promise to shed light on my mother's circumstances as soon as possible. There's not much to shed light on. What your mother did is inexcusable. She won the trust of my sister in order to more easily betray her. She didn't do anything to her. Can we change subject, please? I didn't come here to go through all that again. Of course, it's late. You're right. Чем он ей понравился? Анимация поцелуя это... yes. Да. Come, Louis. Они вставляют в свою игру вот это, да, и не могут даже нормально нарисовать. Ну почему? И у него опять приходы. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. Why isn't he with us? He was opposed to Mortimer. I'll wait and see. I'm still not sure of his position. And Duchess Hillsborough, why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not She's so busy. fast, sir. She is an important figure. You want to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been Mr. serving President. Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. I have asked Monsieur de Richet to approach him. Let us have faith Я in понимаю, him. он, короче, может I вселяться sense that в Mr. таких, Peru is about у to кого не surprise us сильно Yet he is иммунитет Mortimer's к strong психологии. arm in France. He knows his time has come, and I believe he's intelligent enough to realize it means he is no longer any use to Mortimer. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please, excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see.
I think it is high time you left us then. Now! И он видит, он уже не первый раз видит это. Только он, наверное, не знает, что это мы вселяемся. Так он послал Эмили, да? А зачем? Это интересно. Чтобы что? Вряд ли, чтобы нашу комнату обыскать. Emily? Emily? Are you there? Ну, конечно же, нет. Typical. There she goes again. What's with this habit of hers of taking off in the middle of the night? Либо она из middle of the night куда-то ходит, что-то скорее всего, либо это такая, ну, есть, кстати, женская привычка у некоторых избегать. The conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Блин, Louis, the game is back on. А что, позавтракать не дадут? My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Against, of course. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal intentions. Вот кого она избегала. So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? Well, you see, Monsieur Bonaparte, I would Профурсетка! rather you'd have forgotten me for a minute. Такой William, медведь. I am sorry, but Из I кустов. cannot follow you this time. George? What? I am against William. Please excuse me. I cannot commit the United States to such an enterprise. It's just too risky. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. Ты чё, говорит, бухал, да? Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, Ril. Let's end the charade. It's over. Jacques? My thank you for everything you've done for me over the years, but it didn't come for free. De Richet, you just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I'm sure we can work things out. But you... Stay united, Jack. He's nothing without us. Really? Trust me. This is not who you are. Better than that. You don't know me. Yes, I do.